Многие фанаты Тени Бани наверняка уже хотят спасти любым способом Катю, поскольку их мировоззрения поменялись. Ведь в третьем и во втором эпизодах она была злая, но это до того, пока многие не ознакомились с мангой, и тогда уже поняли, что ее нужно спасать. И возможно, в четвертом эпизоде мы бы ее могли бы как-то спасти, но как, мы узнаем. И хай народ, у аппарата, как всегда, несменный его ведущий, я Дэн Фоб, и сегодня мы с вами узнаем, как же спасти Катю. Наконец-таки, как же ее надо нам спасти, я просто тоже в шоке, персонаж довольно-таки хороший и не такой, как вот нам показывает его игра, поэтому мы должны ее. Но прежде чем я начну, я попрошу пару простых действий. Это лайк, подписка и колокольчик. И напишите совершенно любой комментарий. Вам не трудно, а мне приятно. Что ж, кто состоит в телеграм-канале, группе во ВКонтакте и прочих источников по Тени Бани? Создатель игры Тайни Бани, точнее быть Зайчик, Сайкона, он очень обожает персонажа Катю. И я думаю, что он просто так ее не сольет. Скорее всего, будет шанс как-то ее все-таки спасти, и она будет жива. И, возможно, это как-то повлияет на отношения Антона с Катей. В предыдущем ролике, который набрало у меня хорошее количество просмотров, я уже говорил, что спасти Катю возможно, но, еще раз говорю, это не точно, это не пойти просто-напросто в гараж. Но если, смотрите, мы не берем с собой Бяшу, у нас даже доказательств нету, что мы как бы шли по следу Кати. Бяша находит кошелек, Катькин кошелек. И видите, все, что связано с Катей, это дает нам отсылку на мангу «Любовь, смерть и клубника», которую вы обязаны прочитать, поскольку это фановая история и раскрывает персонажа такую, как Екатерину, что не такая, как она кажется на первый. Уже наверняка многие фанаты Тайни Бани, ну или же на русский перевод Зайчик, заметили, что мы можем просто-напросто избавиться от Кати и как бы все, тут мясорубка сделает свое дело. И если мы сфоткаем фотографию, сделаем косички, которая остается на дне мясорубки, просто-напросто многие предполагают, что на Ромку и Антона повесят вот это самое убийство, и они будут в этом как-то сильно замешаны, хотя они сами никак к этому не причастны. Но а кто будет доказывать, что доказательства уже есть, и поэтому... Так что вот, ловите мой гайд. Нам придется взять с собой Бяшу, ведь поскольку он найдет безосновательные доказательства, что мы шли по ходу Кати, и возможно Тихонову в пятом эпизоде мы предоставим данное доказательство. Далее нам нужно все-таки будет не заходить в гараж, а идти в милицию. Там же мы все подробнее узнаем, что 30 лет назад пропадали дети, как и сейчас. То есть выжили только двое, остальных не спасли. И Тихонов нам рассказывает, что спасся он, и дальше он нам не договаривает, заходит Лилия Павловна, мама Кати. И многие думали, что это и есть она. Но другие разделились в два лагеря, думают, что это мама Антона, что я тоже как бы согласен, ведь поскольку Антону он говорит, что не поверишь, и на этом он как бы обрывка, потому что у нас заходит Лилия Павловна. Скорее всего, мама Антона Карина, или же, возможно, у нее есть другое имя, кто знает, но поскольку Харитон говорит, что у нее есть какое-то настоящее имя. Возможно, Карину тоже уже похищали, и она этого тоже, возможно, забыла или просто-напросто не хочет вспоминать. Ну и мы знаем, что у Карины есть небольшой дефект, она может падать в припадки. Это, возможно, как-то повлияло с того самого момента, когда ее похищал 30 лет назад. Также сам Ромка тоже пытался спасти Катю, но многие говорили, что во ВКонтакте, в Ютубе и прочих источниках, что он сам случайно как бы нажимает на кнопку и не может ее выключить. Кто-то говорил, что если Ромка бы не полез, то ничего бы не произошло. Как бы он, возможно, это сделал специально, многие так говорят. Но вроде как Катя он никакого такого плохого. В третьем эпизоде даже наоборот, он воспользуется ее услугами, поскольку Катя на страже настоящей любви. Как мы это можем заметить? Навряд ли Ромка стал избавляться от нее. А многие, кстати, считают, что Ромка это и есть тот самый маньяк, а отец его это тот самый маньяк, который 30 лет назад орудовал.
Кто знает, поживем, увидим. Ну, а я вам рассказал, как спасти Катю, как бы такой рецепт, как бы самый, как бы логичный. Еще раз говорю, я не знаю, что будет в самой игре, как дальше повернется сюжет, сможем ли мы в дальнейшем как-то спасти Катю или же нет, я не знаю, но давайте же попробуем хотя бы что-то вот погадаем, да, вот дадим какие-либо надежды. Ну, надеюсь, Сайкона ее не сольет, ведь мы знаем, это его любимый персонаж, и навряд ли он будет ее прям без... И что Бяша нам обязан, он обязан быть с нами, поскольку у него остался кошелек, прежде чем он убежал. У него есть доказательства, ну и то, что мы не пошли в гараж, мы оставили живую Катю, и то, что, возможно, звери еще не избавились от... И тем самым мы не даем Ромке как бы случайно нажать на кнопку, которую он не может выключить, и мы не превращаем Катю в фарш. Так что поэтому мы даем надежду, что Катя, возможно, останется жива. И Антон сможет спасти, возможно, вторую свою половинку. А возможно и нет, возможно выберет все-таки Полину, кто знает. Ну, не будем гадать, на этом у меня все. Спасибо за то, что прослушали, просмотрели, поставили лайк, написали комментарий. А те, кто смотрит сейчас видео на данном фрагменте, напишите в комментариях кодовое слово «Катя». Если же вам будет нетрудно, я буду знать, что вы досмотрели видеоролик до этого фрагмента, и я поставлю вам на ваш комментарий свое сердечко. Это кодовое слово, поскольку многие видео мои смотрят не так долго, они смотрят половину хотя бы. Но кто смотрит до конца, вы вообще прямо молодцы. Мне очень приятно, что большое количество комментариев пишут кодовые слова, которые я говорю в конце видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Пикабу Бушида Хэллоуин. Буябан! Я постоянно с Тревисом как Ди.